Старый фермер достиг своего предела с энергичным щенком, который непрерывно лаял. Он выбросил его из своего грузовика на дорогу, но когда банда байкеров столкнулась с этой шокирующей ситуацией, никто не мог предсказать невероятные события, которые развернутся. Старый ржавый пикап гремел и дрожал, резко останавливаясь под палящим летним солнцем, раскалившим пустынную сельскую дорогу. Сэм, старый фермер с натруженными руками от многих лет работы под солнцем Оклахомы, сидел за рулем. Он глубоко вздохнул. «Ну вот твоя остановка, парень», — сказал он. На трясущемся кузове грузовика маленький черный щенок весело тявкал и прыгал, удерживаемый короткой веревкой. Высокие пронзительные лаяния щенка заполнили воздух, но Сэму эти звуки казались невыносимыми, когда он выполнял поручение. Его внуки подарили ему этого живого щенка, когда они приехали из города несколько недель назад, не осознавая, что Сэм сочтет его неугомонную энергию и громкие звуки раздражающими, а не милыми. Рыча сквозь зубы, Сэм резко свернул грузовик на обочину пустынной дороги и ударил по тормозам. «Чёртова грязная тварь! Не может заткнуться!» – пробормотал он, распахнув дверь грузовика и направившись к задней части. Маленький щенок счастливо прыгал на кузове, его короткий хвост яростно вилял, не подозревая о мрачном настроении хозяина. Сэм нагнулся обеими своими искривленными руками и грубо схватил извивающегося щенка с кузова грузовика. Без предупреждения и колебаний он понес его к краю дороги, сопротивляясь умоляющему взгляду в его невинных глазах. С гневным усилием старик бросил беспомощного щенка изо всех сил через воздух. Маленькая собачка издала испуганный крик, когда она падала и с глухим стуком приземлилась на дорогу в 12 метрах от грузовика. Сэм повернулся и пошел обратно к своему грузовику, не оглядываясь, все следы раскаяния погребены глубоко в его черствой совести. Громкий двигатель грузовика снова заурчал, и он уехал вдаль. На дороге щенок казался ошеломленным, но невредимым. Он выглядел растерянным и преданным и начал бежать по дороге, пытаясь следовать за грузовиком. Пройдя около 15 минут, собака начала двигаться из стороны в сторону, устав от интенсивной, изнуряющей жары. В этот момент рев двигателя разорвал тяжелую тишину, как удар грома, когда стая байкеров на огромных ревущих мотоциклах вылетела из-за поворота впереди. Их кожаные куртки со шипами и цепи взвихрились позади них, когда они на большой скорости вошли в поворот на лысых шинах. Гордон был лидером байкерской банды «Потерянные всадники». Он был большим, суровым мужчиной с длинной бородой и усами. Во время езды его борода развивалась на ветру за его солнцезащитными очками. На лице Гордон было серьезное выражение. Впереди на дороге был маленький черный щенок, который шатался и выглядел растерянным. Байкеры не заметили щенка до последнего момента. Гордон быстро среагировал. Он резко повернул свой мотоцикл, чтобы не наехать на щенка. Гордон едва не сбил беспомощного маленького щенка, когда резко затормозил. Его огромный мотоцикл громко завизжал, когда заднее колесо оставило толстую черную полосу на дороге, прежде чем наконец-то остановиться. Остальные байкеры плотно сгрудились за Гордоном, их мотоциклы шумно рычали, когда они увидели щенка, сидящего в середине дороги. Один из байкеров крикнул, перекрывая шум двигателей: «Что это?». Гордон ответил тихим голосом, похожий на чертова щенка. Он выключил мотоцикл и сошел с него. Он пошел ближе, чтобы лучше рассмотреть дрожащего щенка. Когда он приблизился, Гордон заметил признаки жестокого обращения на щенке. Он был очень худым, его шерсть была свалявшейся, и он выглядел обезвоженным от жары. Один из байкеров, здоровяк по имени Роско, который всегда имел скрытую слабость к беспомощным животным, сошел с мотоцикла. Он осторожно подошел к испуганному щенку, протягивая свою большую руку. «Здесь, щенок. Иди сюда, мальчик», — позвал Роско ласковым голосом, издавая цокающие звуки.
К всеобщему удивлению, маленький черный щенок мягко подошел к нему, уткнувшись своим сухим носиком в грязную ладонь Роско, и благодарно лизнул его. Гордон тяжело вдохнул и нахмурился, наблюдая за происходящим. «Похоже, этому маленькому парню пришлось нелегко», — сказал он. «Мы не можем оставить его здесь умирать от обезвоживания и теплового удара». Роско, поглаживая пушистую голову щенка, добавил: «Это неправильно, босс. Он всего лишь малыш». «Я не сказал, что мы его бросим», — ответил Гордон, присев на дороге и осторожно осмотрев истощенного щенка. Он видел его маленькие ребра и торчащие бедра. «Не в мою смену. Любой, кто обидит беспомощное существо, как этот, ответит передо мной лично», — сказал он угрожающе. «Так что вы хотите, чтобы мы сделали?» — спросил другой байкер, нетерпеливо заводя двигатель. На лице Гордон медленно появилась зловещая улыбка. «Сначала мы отведем этого щенка в безопасное место, где он сможет получить еду, воду и при необходимости медицинскую помощь. А потом его глаза сверкнули, челюсти напряглись. Мы найдем того, кому принадлежал этот чертов щенок, и навестим его в нашем стиле». Остальные байкеры громко закричали, ударяя кулаками по бензобакам и ревя двигателями в знак поддержки. Потерянные всадники снова выехали на дорогу как стаи, с ревущими двигателями. Они быстро нашли ближайшую ветеринарную клинику, чтобы проверить щенка. После осмотра, еды, воды и лечения от обезвоживания они начали искать временное безопасное место для щенка. Но байкеры не забыли о жестоком человеке, который бросил беззащитного щенка на дороге, оставив его умирать. После нескольких тупиковых попыток найти виновника, Гордон и его люди начали раздражаться. Они удвоили усилия, более активно используя свою сеть информаторов в маленьких городах и барах. Байкеры ясно дали понять, что пойдут на все, чтобы найти того, кто добровольно выбросил невинного щенка на смерть. Слухи о розыске быстро распространились, и округ ждал с замиранием сердца. Будут ли потерянные всадники выполнять свое обещание отомстить? Делались ставки, и ходили слухи о том, какое жестокое наказание они могли придумать для того, кто бросил щенка, если они его найдут. Когда казалось, что след окончательно остыл, служащий на заправке наконец назвал имя Сэм Маклер, противный старик, который управлял разваливающейся фермой за границей округа. По словам служащего, Сэм приехал на их заправку несколько недель назад с маленьким черным щенком, весело лающим в кузове его грузовика. По словам служащего, Сэм вчера заезжал заправиться. Он спросил его о щенке. Именно тогда старый фермер с гордостью признался, ухмыляясь: «Этот грязный пес. А я избавился от этого тявкающего мерзавца. Я больше не мог терпеть его чертов лай, поэтому пару недель назад отвез его на старую сельскую дорогу и выкинул прямо на обочину, наконец-то получив немного покоя». Служащий был настолько потрясен признанием Сэма, что не смог держать рот на замке, когда люди Гордона начали искать зацепки. Он быстро все рассказал, отчаянно желая помочь найти жестокого мучителя животных. Услышав это, лицо Гордона излучало мрачное удовольствие. Теперь они знали имя Сэма и где он живет. Это было то, что они ждали. Гордон приказал всем потерянным всадникам подготовиться. Они навестят Сэма. Наблюдая за фермой в течение нескольких дней, Гордон и его команда подтвердили без всякого сомнения, что именно этот сварливый старик был тем самым нерадивым хозяином, которого они искали. Безжалостный ублюдок, чье мерзкое поведение только усиливало их отвращение. «Вот и все», — прорычал Гордон, сжимая кулаки от ярости, наблюдая за отвратительным зрелищем. Этому больному ублюдку нужно преподать урок, который он никогда не забудет. Однажды ночью, когда небо было чистым, потерянные всадники осуществили свое особое правосудие. Они окружили ферму под покровом темноты, обезопасив периметр, чтобы их присутствие осталось незамеченным. Затем, вооружившись баллончиками с краской, они принялись за дело. Когда они закончили, вся территория выглядела так,
как будто ее обезобразили демонические бродяги, огромный холст черных зловещих граффити и одни и те же 4 зловещих слова, зловеще выделяющихся на каждом углу в серном красном цвете. «Мы знаем, что ты сделал». Гордон и его люди исчезли в ночи так же тихо, как и пришли, наслаждаясь мыслями о реакции Сэма на следующий день. Когда Сэм вышел из своего дома на рассвете, его ждал ужасающий вид. Каждая поверхность была изуродована мерзкими граффити. Глаза старика расширились от шока и страха, когда он резко оглядывался, отчаянно ища уже давно исчезнувших преступников. Холодная волна паники пробежала по его изогнутому позвоночнику. Он понял, что потерянные всадники узнали, что он сделал с этим чертовым щенком несколько недель назад. Вопрос был только в том, когда они вернутся, чтобы разобраться с ним. У него в голове мелькала мысль, если он сдастся полиции, закон сможет защитить его от их мести. Не имея другого выбора, Сэм решил, что это его единственный шанс остаться в живых и избежать того жестокого наказания, которое они ему приготовили. Быстро собрав некоторые вещи и ключи от грузовика, Сэм тихо покинул свою испорченную граффити собственность до рассвета. Он ехал в панике, проверяя зеркало на случай, если за ним следили, пока не добрался до полицейского участка. Там он валился внутрь, выглядя как человек, который только что прошел через врата ада. Старик выложил всю грязную историю прямо там, признавшись, что бросил невинного щенка на обочине дороги в отчаянной попытке избавиться от него. Он также рассказал им о потерянных всадниках, которые оставили угрожающие граффити по всей его территории, предупреждая его, что они знают, что он сделал с щенком. Шокированные офицеры не могли не принять признания и угрозы всерьез и сразу же взяли Сэма под стражу по обвинению в жестоком обращении с животными и их оставлении. Пока его оформляли и вносили в систему, Сэм не переставал бормотать о байкерской банде и о том, что ему нужно оставаться под охраной, пока они не реализовали свое правосудие. Полицейские лишь покачивали головами, слушая страхи старика о том, что его преследует байкерская банда. В конце концов Сэма арестовали и посадили в тюрьму на 2 дня, а затем оштрафовали и приговорили к испытательному сроку и общественным работам за преступление жестокого обращения с животными и их оставление. Как бы сурово ни были штрафы для старого фермера, Сэм надеялся, что, взяв на себя ответственность и понеся наказание по закону, байкеры оставят его в покое. Потерянные всадники внимательно следили за ситуацией после ареста Сэма и его признания в том, что он бросил щенка. Когда они увидели, что он сдался сам, признал вину и был приговорен судом, Гордон и его люди неохотно решили, что их точка зрения была донесена. Старик усвоил урок на собственном горьком опыте. Хотя они и презирали его за жестокое обращение с беззащитным щенком, жесткая справедливость потерянных всадников была предназначена для наказания нераскаявшихся. Поскольку Сэм признал свою вину и понес наказание по закону, они оставили его в покое. Однако Гордон уточнил своим братьям, что если Сэм когда-либо снова даже посмотрит на животное неправильно, они не колеблись вернуться к нему. Он навсегда остался на их радаре возмездия. Когда щенок полностью выздоровел и окреп, Роско официально его усыновил. С тех пор он стал самым неожиданным, но любимым талисманом для известной банды байкеров. Несметные мили были пройдены с собакой, уютно устроившейся в ветхой кожаной куртке Роско, пока они колесили от города к городу и от дороги к дороге. Какая история! Жестокая банда байкеров спасла брошенного щенка и убедилась, что безответственный хозяин понес последствия. Удивительно, что у этих суровых байкеров есть мягкое место для животных, правда? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Были ли вы шокированы действиями потерянных всадников или ожидали от них чувства справедливости? Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить ни одну невероятную историю.